Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ну что, как говорят, лучший отдых– это смена деятельности. До этого мы шили из старых джинсов, а сегодня будем отдыхать, наслаждаться шитьем из хороших хлопковых тканей. Когда начинаешь жизнь с чистого листа, очень важно, чтобы этот лист доставался из пачки, а не отрывался от рулона. Деталей, квадратов, составленных из двух треугольников, нам надо будет много, поэтому показываю вам свои шпаргалки. С их помощью можно нашить сразу много заготовок. А сегодня поработаем с большими квадратами. По нашей задумке берем две контрастные ткани, темные, светлые. Рисуем две диагонали. А потом еще через центр проводим два перпендикуляра. Дальнейшая работа довольно простая. По обе стороны от нарисованных диагоналей прокладываем строчки. Нитки берем нейтральные, светло-серые. Строчка мелкая, крепкая. Закрепки делаем обязательно в начале, в середине и в конце. Шьем сразу много, одну деталь за другой, нитки не обрываем. Прошили одну диагональ, переходим к другой. В своих видео показываю самые технологичные способы работы. Экономим нитки, время, силы и нервы. Готовые детали проутюживаем, а затем режем по нарисованным линиям между швами. Из одной большой детали получаются сразу 8 маленьких, квадраты, составленные из двух треугольников. Работа с утюгом обязательно на всех этапах. Учимся правильно раскрывать эти детали. Укладываем их светлой стороной вниз, темную отгибаем наверх. Будьте очень внимательны и осторожны с диагональным швом. Здесь идет срез по косой, он тянется. Старайтесь не деформировать заготовки. Эх, так и вспоминается песня. Письма, письма сам я на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Да, а мы шьем продолжение романа в лоскутках. И каждая глава, то есть каждый лоскутный блок, единственный и неповторимый. Смотрим внимательно. Ловкость рук и никакого мошенничества. Кручу, верчу, запутать хочу. За хорошее зрение 3 рубля премия. Все лоскутки лежат в нужном направлении. Теперь главное не запутаться при соединении деталей. Сшивать будем колонками. Сначала соединим вместе детали первой и второй колонки, потом третьей и четвертой. Детали в каждой колонке соберем, сложим стопочкой. Перенесем эти детали поближе к швейной машинке и начнем работу. Строчку делаем крепкой, мелкой. Закрепки обязательно. Цвет ниток нейтральный, светло-серый. Отшили детали из первой стопочки, переходим ко второй. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Никаких промежутков между деталями не делаем. Разворачиваем отшитые заготовки, швы тщательно расправляем и подтягиваем. Можно сразу же и проутюжить. Затем переходим к соединению этих заготовок. Здесь главное не запутаться и ничего не перекрутить. Дальше мы также расправляем отшитые детали. Смотрите, какая интересная конструкция у нас получилась. Все ряды держатся на нитках, на соединительных швах. И нам остается только прошить эти соединения. При работе за швейной машинкой следите за тем, чтобы в местах стыковок
Припуски были направлены в разные стороны. Готовое полотно надо тщательно проутюжить с паром. Хорошенько подтягиваем и расправляем все швы. Естественно, заготовку надо укрепить. Возьмем ткань для обратной стороны, наполнитель и цветную лоскутную часть. Бэк и наполнитель должны быть немного больше лоскутного верха. Аккуратно все раскладываем, подтягиваем. Профессионалы называют это соединение сэндвич. Скалываем его английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. Обратите внимание, что первую булавку мы втыкаем в центр, а потом уже движемся к краям. Сразу же можно наметить линии стежки. Прошьем основные линии. Показываю самый главный секрет красивой стежки. Это приставной столик. Надо, чтобы полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Стежку начинаем с центрального шва. Доходим до конца детали, переходим на кусочек вспомогательной ткани. Нитки обрезаем. Прокладываем следующую строчку. Стежку делаем в шов прямой строчкой, обычной лапкой. Когда мы прошили основные линии, можно расставить небольшие акценты, проложить параллельные строчки. Это придаст дополнительную декоративность изделию. Когда мы простегали детали, переходим к выравниванию блоков. Ведь в процессе стежки лоскутная часть может растянуться или наоборот уменьшиться. Часть размера заберет наполнитель. Все хорошо промеряем и отрезаем лишнюю ткань. Размер моих блоков получился 32 на 32 сантиметра. Смотрите, как интересно может выглядеть большое полотно, составленное из таких деталей. Маленькие детали, квадраты, составленные из двух треугольников, везде были одинаковые. А как интересно, оригинально и неповторимо выглядят готовые блоки. И стежка на каждом из них тоже индивидуальная.
Особенно ее видно с обратной стороны. Конечно, каждый из этих блоков может стать самостоятельным изделием. Немного увеличить размер, и можно сшить ланчмат, декоративную подушку, сумку, панно. Фантазия рукодельниц безгранична. Я пока готовлю такие учебные блоки. Показываю на них варианты лоскутных узоров. Потом планирую соединить их в одно большое лоскутное одеяло. Но это уже совсем другая история. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Присоединяйтесь к моим группам ВКонтакте, Одноклассниках и Дзен. А мои самые свежие видео вы можете увидеть на Бусти в хорошем качестве и без рекламы. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!